Всем привет! Рада видеть вас на своем канале, и в этом видео я расскажу вам, как связать бесшовно, идеально, по кругу соединить вот этот узор чешуйками, для того, чтобы получилась вот такая хорошенькая корзиночка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и давайте начинать вязание. Я связала вот такой круглый блинчик из хлопкового шнура. Шнур этот 5 миллиметров, нить добра, но вязала я его крючком 7 миллиметров. Мне кажется, все-таки этот шнур немножко потолще. Здесь в круге у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 рядов. Как вязать идеальный круг, полно видео у меня на канале. Все полезные ссылки для тех, кто еще не вяжет такие круги, будут внизу под видео. Соединяла ряды я в этом блинчике узелковым методом. Здесь вот это видно, да? И дальше буду переходить на стеночки. Первый ряд стеночек и, соответственно, первый ряд узора. Вкалываю крючок в раскол, в кромочную косу и цепляю сзади перемычку. Начинаю я в следующую петлю от соединения. Вот соединение, его хорошо видно, оно выделяется от других кромочных петель. И вот первая косичка. Подхватываю рабочую нить, вывожу петлю. Дальше вкалываю крючок в раскол точно так же и подхватываю снова перемычку сзади. Снова подхватываю рабочую нить, вывожу. Уже получается 2 петли на крючке. Одну петлю провязываю через другую. И дальше делаю еще одну воздушную петлю. Вот такой получается первый столбик. И снова вкалываю в ту же самую точку, в которую вкалывала до этого. Подхватываю рабочую нить, вывожу одну петлю в следующую точку, вывожу вторую петлю. Здесь уже 3 петли на крючке, все правильно. Одну петлю через другую и завершаю столбик. Получается вот такая рисочка, чешуйка остается по низу столбиков. И продолжаю работать так до конца ряда. Сначала в текущий столбик, в следующий, получаю 3 петли, одну петлю через другую и совершаю столбик. Опять в текущий, в следующий, 3 петли, одну через другую и завершаю. И работаю такими столбиками до конца ряда. Последние петли в этом ряду сначала в текущую, раз, в следующую, 2, одну петлю через другую и доделываю столбик без накида, да? И остается еще 2 петли в текущую. Дальше идет соединение, здесь я его тоже раскалываю и тоже вкалываю крючок в перемычку сзади, в текущую, одну петлю через другую и доделываю столбик. И вот нужно связать еще одну петлю. Не упустите этот момент, да? Вот из этой точки выходит только вот эта вот чешуйка, а самого столбика нет. Сам столбик выходит из следующей точки. Опять в текущую, это соединение, делаю петлю. Дальше вот в эту точку, откуда выходит первая чешуйка, одну через другую и доделываю столбик. Вот так. Вытаскиваю петлю подлиннее, вкалываю крючок под первую горизонтальную и увожу наизнанку эту петлю. Накидываю петлю на изделие и затягиваю. Раз и 2. Затягиваю так, чтобы узелочек на изнаночной стороне был плоским. Первый ряд на этом закончен. Вот как он смотрится. Перехожу к вязанию второго ряда. Итак, второй ряд. Снова начинаю его в петлю
Следующее от соединения. Вот соединение. Оно очень хорошо выделяется среди других петель. Здесь я вкалываю крючок в раскол, в галочку, следующую за соединение. Вот так. Подхватываю рабочую нить, вывожу ее в следующую точку. Опять в раскол, снова подхватываю рабочую нить и одну петлю через другую. И дальше доделываю столбик. Это получается первый подъемный столбик на этот ряд. И снова в раскол, раз, в следующую точку, в раскол, 2, одну петлю через другую и доделываю столбик. И опять в раскол, раз, в раскол, 2, одну петлю через другую и доделываю столбик. Ну и работаю такими чешуйками опять до конца ряда. Последние петли этого ряда в раскол, в текущую петлю, в раскол, в следующую. Здесь все очень плотно. Одну петлю через другую и доделываю столбик. И еще нужно 2 столбика связать, да? В текущую, в следующую. Вот отсюда выходит начальная чешуйка. Одну петлю через другую и доделываю. Опять вытаскиваю петлю побольше, завожу крючок под первую горизонтальную с изнанки на лицо, подхватываю вот эту петлю, увожу ее на изнанку, подтягиваю вот так и накидываю петлю на изделие. Затягиваю петлю в 2 движения. Поправляю край. Узор этот очень прожорливый, требует много пряжи, намного больше, чем просто галочки в раскол. Но и стеночки получаются очень-очень плотные, очень толстые, объемные, прекрасно держат форму. Начинаю следующий ряд. Опять в раскол, в петлю, в следующую от соединения. Вставляю крючок, делаю одну петлю. В следующую точку, тоже в раскол, делаю вторую петлю. Здесь все точно так же, как во втором ряду. Одну петлю через другую и завершаю столбик. Получается один столбик с чешуйкой, да? Опять в текущую и в следующую. Слежу за лицом, слежу за изнанкой и доделываю столбик. Опять в текущую, да? Здесь все тоже должно выходить в раскол. Раз. И в следующую. Тоже в раскол. 2. И доделываю. Ну и работаю такими рядами на нужную высоту. И вот какие в итоге получаются стеночки этой корзинки. Я связала в высоту 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рядов. А на донышке у меня 8 рядов по кругу. Смотрите, какой плавный переход здесь от донышка к стеночкам. Когда вы начнете вязать этим узором стеночки, вам покажется, что узор вот так вот расходится. То есть они не будут строго перпендикулярны донышку. Вам не покажется, это действительно так. Этот узор, он шире. При одном и том же количестве петель он шире, чем галочки в раскол. И поэтому получается вот такой плавный переход. Видите, здесь нет четкого угла. То есть сначала стенки начнут вот так расходиться, а потом уже на
больших рядах вы увидите, что корзинка идет все-таки ровно, стеночки, они перестанут расходиться и пойдут ровно, да. Но вот именно сам переход здесь получится такой пологий. Я думаю, это хорошо видно, да. Так что учтите этот момент в своих изделиях, что этот узор на самом деле к узору галочки в раскол не очень подходит. Узор галочки в раскол не сколько плотнее по жесткости, а он меньше в диаметре, чем то же самое количество петель, связанное вот этими чешуйками. Да, по плотности, как бы, потому как он держит форму, какой он жесткий, я думаю, этот узор вот даже превосходит его. Итак, я связала 9 рядов, как я уже сказала. Вот сколько остается пряжи от одного мотка. Здесь сколько грамм было, я не знаю. Здесь было 100 метров. Вот это я точно знаю. И последний ряд я хочу соединить бесшовно с помощью протяжки. Смотрите, вот этого количества пряжи на еще один ряд не хватит, но на обвязку соединительными петлями вполне. Итак, вытаскиваю последнюю петлю наизнанку. То есть здесь не делаю узелковое соединение, не делаю эту закрепку, вытаскиваю петлю через первую горизонтальную, завожу крючок в перемычку последней петли и в кромочную косу. Снова подхватываю рабочую нитку и еще раз вытаскиваю ее на изнаночную сторону. И я хочу, чтобы немножко край вот так вот туда немножко завалился, что ли, или смотрел как бы вовнутрь, поэтому начну обвязывать за полукосичку. Буду делать соединительные петли. Вставляю крючок в полукосичку, в дальнюю дужку, подхватываю рабочую нитку, делаю одну петлю. В следующую подхватываю, делаю вторую петлю и одну петлю через другую. Получается соединительная петля. В следующую одну петлю через другую. Опять в следующую одну петлю через другую. По одной соединительной петле в каждую кромочную косичку. Работаю так до конца ряда. Когда дохожу до конца ряда, то снова вытаскиваю всю оставшуюся ниточку через последнюю петлю для того, чтобы сомкнуть последний ряд идеально, бесшовно, красиво. Вставляю крючок под первую косичку, под первую соединительную петлю, под ее обе дужки. Вот так. Вставляю. Подхватываю рабочую нить, увожу ниточку наизнанку. И теперь с изнаночной стороны завожу крючок в одну петлю и в последнюю соединительную. Снова подхватываю рабочую нитку и снова увожу ее наизнанку. Нить потом я обрежу и спрячу хвостик в вязаных рядах. Смотрите, вот какая получается корзина. Я вам сейчас хочу показать, где проходит стык рядов, ну, точнее, заострить на нем внимание, потому что стык рядов не видно, чуть-чуть он проглядывается с изнаночной стороны, вот она изнанка, и вот немножко видно, как идет стык рядов, как они стыковались, эти ряды. Вот здесь, соответственно, закончилась корзинка. И вот на лицевой стороне здесь вообще ничего не заметно, все идеально, все бесшовно, да. Смотрите, какие чешуйки. Вот, соответственно, донышко этой корзинки. Давайте я ее сейчас замерю. Высота стеночек буду замерять до ряда, где начинаются галочки в раскол. Вот 12 сантиметров получились стеночки. Не очень большая корзиночка получилась. И донышко где-то 15,5, может быть 16. Хочу также обратить ваше внимание на переход от донышка на этот узор. Да, смотрите, какая интересная окантовка получается. Вот за счет того, что мы вставляли крючок в заднюю полупетлю на донышке при переходе, и за счет того, что делали вот эти чешуйки по краю донышка, получается такая косичка. На мой взгляд, смотрится очень красиво и очень оригинально.
Вот такое количество пряжи осталось у меня от одного мотка. Было здесь 100 метров, веса на этой пряже не было, и так как я не сняла пряжу в упаковке, я вам покажу ее вот на сайте Wildberries. Вот он, стопроцентный хлопок, длина 100 метров и толщина 5 миллиметров. Ну, давайте замерим, но вязать вот так. Да, действительно, в принципе, ширина этого шнура 5 миллиметров, но я вязала на семерке и скажу, что мне было все равно достаточно туго. Здесь можно почитать характеристики, что это хлопок стопроцентный. Но нигде они не указывают весовки одного мотка. Вот 100 метров без сердечников. В принципе, это все, что указано на сайте. Цвет белый, как бы такой, знаете, натуральный. Вот как обычная белевая веревка. Ничего больше, но в принципе для интерьера это очень хорошо, такой цвет подходит. Надеюсь, что вам понравилось это видео, что оно было для вас полезно. Заранее спасибо за ваши лайки, за подписки. Если вам что-то было непонятно, то всегда добро пожаловать в комментарии. Спасибо за внимание. Пока-пока.